Вот на всякий случай могу показать, то есть, ну, в общих чертах, как я выгляжу. Потому что многие пишут, что, мол, там, ну, ты давай покажи себя, и потом мы тебе не верим, там, что ты настоящий, может, ты фейк какой-то. Вот я и решил поэтому немного записать. Я вообще особо сильно не общаюсь, но привык все текстом набирать, то есть общаться в текстовом виде, и вообще я довольно молчаливый человек. Но вот для этого дела решил все записать. Вот, опять трактора пошли. Ну, конечно, это просто ночная уборка. Но они будут ездить и... Вот еще во время этого хочу сказать, что да, вот слышны, ну, едва уловимые, едва слышные радиосигналы. Обычно они пускают машину там покруче уборочную, которая вообще гремит так. Но это так, ерунда по сравнению с тем, что было. Вот, и если что, еще раз доказываю свою реальность, то, что я это говорю, и я реальный человек, который пережил это все, и переживаю до сих пор. То есть все это на самом деле правда, все это происходит с людьми. Но все это делается в тайне от всех, поэтому людям не верят. Верьте, пожалуйста. Ох, на самом деле так здорово прогуляться, ну, как бы поделиться своей историей и отдохнуть немного от этого ада, что происходит в квартире. То есть они, да, устраивают это все в квартире, а на улице это все продолжают ради того, чтобы человек постоянно сидел, в общем, никуда не выходил, был постоянно под обработкой, под зомбированием. Они хотят сделать из человека также инвалида вот этим всем. Но сидя постоянно дома, не выжить. Хоть завтра у меня будут ноги отваливаться, но сегодня я хоть прошелся. Там уже пошли скорые, и это все. Может, это связано с тем, что я решил показать свое лицо. В общем, как говорил уже, я не мастер записывать такие видео, но буду стараться, и, как пишут многие жертвы, то есть нам терять уже нечего, то есть, ну, чего бояться там и скрывать лицо свое. Попробую даже делать, можно сказать, вот такие вот стримы и видео, то есть обязательно напишите в комментариях, то есть как вообще, имеет ли это смысл, или, то есть, ну, не сильно ли я лажаю в этом.
Обычно, я знаю, в стримах там направляют, то есть, ну, снимают себя, там, когда идут. Но я буду просто снимать вот так вот окружающую природу, город. Хотя могу попробовать вот так же, как и стримеры делают тоже. Вот сейчас я наконец-таки отдышался более-менее, и вот сейчас легко идти. То есть, когда все эти машины прошли, когда я выбрал правильное местоположение, уже, ну, либо они выдохлись, то есть, и, ну, а также они часто, хочу еще сказать, пытаются взять нахрапом тем, что когда ты выходишь на улицу, ну, тебя начинают активно там качать всякими психотропами и остальным, чтобы ты проявлял неадекватное свое поведение там в магазинах и в других людных местах. Даже вот эта вот съемка, да, то есть, ну, можно списать там, то есть можно меня снять и сказать, что вот, мол, неадекватный какой-то человек. Но они это повсеместно практикуют, в общем, и для того, чтобы, ну, передать другим, то есть над ним, например, можно издеваться, потому что у нас есть доказательства этого. То есть там и фабрикуют вот такие доказательства тем, что снимают там, ну, называют жертву педофилом, там, наркоманом, там, сумасшедшим, еще кем-то. То есть накачивают, а потом вызывают там какую-то бурную реакцию в магазинах, либо еще где-то все это снимают и показывают, что вот, мол, он такой плохой и нужно его проучить. Также было и со мной раньше, то есть когда я всего этого не знал. То есть постоянно со мной подходили эти люди и снимали. То есть я любил там, например, покушать на природе там где-то, да, то есть и везде, например, где бы я ни остановился, прибегали дети и начинали там ползать, лазать рядом со мной, а рядом там мамаша начинала это все снимать. То есть, ну, как бы можно вполне даже снять видео и сказать, что вот он, то есть его тянет на детские площадки, мол, он педофил. Вот. Я довольно сильно зарос там, вот, поэтому у меня волосы, и я их поправляю. То есть, ну, пора уже давно стричь. Но опять-таки с этим террором, то есть они отрезают, ну, вообще выбивают человека из колеи, выбивают из жизни, из-за этого ты не можешь не работать, ничего делать, то есть тебя плавно подводят либо к суициду, либо к психушке, либо просто сделают тебя инвалидом. То есть в любом случае наша судьба, она незавидна. Все, что остается, это ходить вот так и любоваться природой и рассказывать другим людям, помогать другим людям своими советами и делиться опытом. На этом я, пожалуй, закончу свое повествование. И если еще будет что-то интересное по пути, ну, то буду снимать и комментировать, но уже вряд ли, потому что уже слишком поздно. Вот. То есть всем всего доброго, спасибо, что смотрели и слушали.